добавление консоли в браузер мобильного устройства. Ну, тут на самом деле все просто, знаешь. А заголовок, в принципе, все объясняет. То, что у нас в чем проблема. Как по книжке буквально калька. Как у нас было из прошлой главы, из какой-то предыдущей главы, что хорошо бы правильно проверять приложение, тестировать приложение в той среде, в которой они запускаются. То есть, а если вы тестируете сайт на мобилке, то там могут быть всякие неожиданности. Вот. Но, например, а если вы там еще какую-то отладку, вам нужна какая-нибудь консоль, если вы там ошибки выводите или что-нибудь такое, то тут у вас довольно ограниченный инструмент в плане, если вы пользуетесь мобильным хромом, то там можно его связать с десктопным хромом, и ни разу, если честно, этого не делал, кстати. Но если у вас, например, на телефоне не Chrome, и вам все-таки хочется попользоваться DevTools, вот хочется весь этот функционал DevTools на мобилке, то есть решение, есть такая тулза, называется Iruda. Своеобразная штука, это официальный сайт F12. То есть, на самом деле, у него, в общем, просто, не то, что просто, а проект, который, по сути, имитирует полностью DevTools на мобильном устройстве, на мобильных браузерах. То есть, у него уже, например, там можно обратить внимание, что вот в правом нижнем углу у вас появляется иконка. Будет увеличиваться. Вот эта иконка. Собственно, это и есть DevTools. То есть их официальный сайт уже подразумевает вот эту включенную штуку. То есть никаких пакетов ничего не установлено, потому что она... неважно, сейчас посмотрим. Вот, ее можно подключить к своему проекту двумя способами. Это либо установить пакеты, собственно, npm install Iruda, и потом его, например, в JS, в корневом эпе, index.js, его подключить, то есть Iruda и init. То есть, или, собственно, в индекс HTML подключать его через CDN. То есть буквально скачивать пакеты на лету. Они просто у вас так не запустятся, в обоих... Вообще пакет не маленький, по-моему, больше 100 килобайт, зазипованном виде. Поэтому они как бы везде прописывают такую штуку, что хорошо бы он будет запускаться только при одном случае, если вы запускаете сайт с параметрами, либо с query параметром, с хэш-параметром Eruda true. Вот, только после этого у вас появится вот эта консолька. То есть, в принципе, я у себя, получается, в проекте эту штуку установил обоими способами, как через индекс HTML, который выглядит довольно жутко. Он у нас в паблике. Индекс HTML. Да, вот он закомментированный код. Капец, вот эти документы в write писать, это... То есть здесь вот получается source, CDN берет пакет от Iruda и потом проверяет, что у нас он подключен. Вот здесь идет инициализация его, Iruda init, контейнер, консоль элемент, Iruda add. Вот, еще давайте попробуем его запустить. Либо я пока оставлю JS-овскую версию, то есть я установил два пакета, то есть один пакет основной Eruda в index.js и его инициализирую, проверяю. Давайте, попробуется ли у меня... он же работает у меня сейчас сайт. Запущен. Работаешь? Ты работаешь. Хорошо. Виндовая встроенная трансляция экрана. Пожалуйста, заработай. Нет? Хорошо, ладно. Я подготовил план Б. Маковский Air сервер на 30 дней. Ты заработаешь? Continue trial. Ты заработал. Окей. Так, заходим по ссылке Eruda True. Да. Запустилась. Вот он, вправо в нижнем углу у нас, получается, значок консоли появился. И вот она, наша DevToolsina. Можем ей пользоваться. Мы теперь можем смотреть наш дом. Я своими толстыми пальцами даже попадаю в эти пипец мелкие строки. Шикарно. Network, консолька есть. То есть, если я сейчас буду угадывать play again, да, работает. То есть там, например, там в эпе показано, что у тебя там какой-то тейбл выводится в консоль тейбл. Вот, и он будет каждый раз показывать, работает. Так. Еще чем хорошая эта штука, то есть у нее есть всякие еще дополнительные плагины, если вам мало функционала из-под капота. То есть там у нее несколько есть штук, собственно, плагины Eruda Monitor, собственно, видно. Мониторинг памяти, как их устанавливать, в принципе, тоже легко.
Также можно NPM пакетом сделать, то есть, например, Gerudo геолокация и Gerudo монитор. Ой, в смысле Gerudo. Чё? Ну-ка, подцепились они. Да, видите, добавилась геолокация, которая не работает, потому что требует HTTPS, скорее всего. Origins, окей, ладно. И монитор, добавился плагин. Класс. Но что меня с этой штукой настораживает? В плане, да, ну, в общем, наверное, базового функционала мне хватит, но вот что мне не... Да, то есть довольно легко подключается, но что мне не нравится, то что проект довольно давно не развивался. То есть последнее обновление у него в 2023 году, где-то вот в июле, а плагины и то еще более старые к ней. Плюс у него еще варианты, как его можно подключить, это... Там еще дополнительно есть связанные проекты с этим Gerudo, то есть у них репозитории, видишь. Даже есть приложение, чтобы не если вы не знаю зачем оно, то есть я не пользовался вот этим приложением, которое в Play Store, в Play Market на Android. Не знаю, но какое-то подозрительное, там не совсем понятно. То есть оно, скорее всего, здесь указано как related projects, то есть еще какие-то связанные проекты с ними. Вот, я пользовался только оригинальными пакетами, которые шли из этой документации. Ну и, собственно, или через CDN, который подключался. Тут написано, да, два способа подключения. Через CDN еще. Как, собственно, в книжке через CDN, например. Вот, я подключал еще как пакеты. В принципе, все. То есть, я там сказано, что подключаете его как просто project, но как-то в продакшн его засовывать, ну, потом надо будет обязательно выпилить, потому что всякое запускать его, ну, как бы зачем? Это как лишний DevTools, который потом лучше из проекта убирать, ну или только в девелопе его держать. Собственно, все. То есть, я не знаю, надеюсь, что проект не загнулся. Я надеюсь, что он будет еще развиваться, но пока настораживает, что довольно уже, не знаю, то есть его почти год никто не трогал. Почти год никто не трогал. Так, ну а на андроиде, да, она мне вот так выглядела. Довольно жутковато, то есть этим на андроиде пользоваться, не знаю. Тоже тяжело попасть. Лазишь по всему этому. А для чего вообще это делать? Ну вот, как я говорю, например, реально недавно столкнулся со случаем, когда у меня Webpack Production, даже не то, что Webpack сборка на андроиде почему-то глючно работала. Там как-то криво появлялся горизонтальный скролл. То есть при этом везде на десктопе у меня это не появлялось. Я не понимал, с чем это связано, то есть, я не знал про эту тулзу. То есть, но, возможно, я бы потыкался вот в этот, как там, что там происходит с домом, что там со стилями происходит. То есть, и, может быть, там искать виновника конкретного. То есть на Android. И это получалось только на Android. То есть на iOS было все нормально, на Android нет. Возможно, мне бы эта штука пригодилась. Вот. Но я решил там по-другому. Я просто, опять же, я переехал на вид, и я просто те же самые баги начал видеть и на десктопе тоже. Не знаю, с чем это было связано. Ну и плюс, это как бы DevTools, который едино как бы выглядит на всех браузерах.